Масштабный пожар на авиабазе в Курске, удар по военному аэродрому Украины, а также приятель Лукашенко и Путина с визитом у Зеленского. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Россия заявляет, что атаковала самолеты ВСУ в Полтавской области. Насколько существенна потеря, как Киев реагирует на прилет и как корректировали удар. За поребриком безумно радуется. Записывают себе в достижении кучу бортов Су-27. Масштабный взрыв в Крыму и пожар в Курске. О чем умалчивает Минобороны РФ и сколько российских авиабомб упало на Белгородскую область. И дальше все молчат, потому что никто не хочет получить статью за дискредитацию вооруженных сил. Любитель боевых комаров Небендя подставил Путина. Каким российский постпред при ООН видит завершение войны и почему он отличается от мнения Трампа и Путина? Мы уже высказывались по этому поводу. Мы дали ей свою оценку, и это не выход. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Кроме того, оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Белгородский губернатор Гладков обвиняет Украину в массированных обстрелах области. По словам Гладкова, часть населенных пунктов была атакована якобы украинскими БПЛА. А вот как и чем была обстреляна другая часть населенных пунктов Белгородской области, Гладков в своем телеграме не уточняет. По его словам, 9 человек пострадало, 1 погиб. Гладков также не призывает Путина остановиться, а наоборот радуется, но уже тому, что начался сбор урожая. Повестка войны и мира. Это постоянная повестка в нашей работе. Поэтому, продолжая мирную повестку, начали уборку урожая. Первые 250 гектаров озимой пшеницы и ячменя. Всем доброго дня, здоровья и добра. В то же время издание «Вашингтон-Пост» пишет, что Белгородская область – это место, куда чаще и больше всего падают российские фугасные авиабомбы из-за так называемого нештатного схода боеприпаса. Издание имеет документы, которые были перехвачены украинской разведкой. Таблицы, вероятно, принадлежат Белгородскому управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. В них детали падения российских боеприпасов, контакты очевидцев и так далее. Интересно, что те населенные пункты, по которым прилетали российские бомбы, часто появляются в сводке Гладкова, как те, которые якобы обстреляли ВСУ. О том, как Россия бомбит своих же, мы поговорили с военным аналитиком Иваном Ступаком. Бомбы пролетают порядка 80 километров. То есть их сбрасывают в 50 километрах от линии фронта или линии разграничения, или государственной границы. И потом она после этой линии еще там километров 30-35 пролетает, планирует. То есть всего выходит 85 плюс километров. 80, 85, 90. И вот сейчас Российская Федерация активно атакует Харьковскую область, и им нужна поддержка с воздуха. Поэтому единственный вариант – это с территории Белгородской области, с севера Белгорода сбрасывать. И вот одна из бомб очень благополучно вошла в российский многоквартирный дом. И российская сторона пыталась. Это все украинские вооруженные силы сделали, но даже сами россияне посмотрели момент входа, как вошла там бомба, с какой стороны в этот дом, что она зашла там с северо-востока, а не с юга, то есть это был 100% русский самолет. Но опять же, дальше все молчат, потому что никто не хочет получить статью за дискредитацию вооруженных сил. ВСУ могли уничтожить воинскую часть, а также склад БПЛА «Шахед» в Крыму, в селе Флотское, недалеко от Балаклавы. О попадании по этому объекту пишет мониторинговый канал «Крымский ветер». Мощные взрывы в Крыму, напомню, прозвучали 1 июля вечером. Оккупанты, конечно же, уверяют, что потерь нет и все сбило ПВО. Тем временем в Украине прокомментировали взрывной сезон на полуострове и то, как путинское войско сбивает ракеты прямо над головами россиян. Много вопросов в принципе к этим гражданским, как они там оказались, учитывая то, что они не являются резидентами. Но, тем не менее, мы всегда к минимуму сводим все попутные потери. И этот конкретный случай – это работа самих же россиян, в принципе. Поэтому, что мы тут можем сказать? Наверное, нечего делать в нашем Крыму без нашего разрешения. Не приходя в сознание, в Киеве умер казахский журналист Айдос Садыков, на которого было совершено покушение. Украинские медики пытались спасти оппозиционного журналиста на протяжении 13 дней. Супруга Садыкова заявила, что смерть ее мужа на совести президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Мой обожаемый муж, отец наших 3 детей, великий сын казахского народа Айдос, отдал свою жизнь за Казахстан.
принял мученическую смерть от руки киллеров. 13 дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось. Его смерть на совести Токаева. Напомню, что в деле о покушении на Садыкова известно о двух подозреваемых. Это граждане Казахстана Мейрам Каратаев и Алтай Жаканбаев. В начале июня они смогли заехать в Украину, где несколько недель занимались слежкой за Садыковым, который критиковал действия власти Казахстана. 18 июня в Киеве один из подозреваемых открыл огонь по Садыкову, когда тот сидел в припаркованной машине вместе с супругой. Известно, что один из подозреваемых, Алтай Жаканбаев, уже сдался полиции, однако не украинской, а казахстанской. Украина отправила запрос об экстрадиции этого преступника, однако в Казахстане ответили отказом. Российские оккупанты заявляют об ударе по военному аэродрому Украины в Миргороде, Полтавской области. Ведомство Белоусова публикует кадры, как утверждается, того самого момента обстрела «Искандерами». В Минубийство РФ также заявляют, что поразили якобы 5 действующих самолетов Су-27 и еще 2 таких же самолета, которые были на ремонте. В то же время бывший спикер Воздушных сил Украины пишет, что россияне практически ежедневно охотятся за боевой авиацией Украины. Он также признал удары и потери, однако уверяет, что не все так, как пытаются выдать оккупанты. За поребриком безумно радуется, записывает себе в достижении кучу бортов Су-27. Пусть, так всегда, удар был. Есть определенные потери, но совсем не такие, как приписывает себе враг. В конце концов, они всегда так делают с начала вторжения. Воздушные силы делают все, чтобы противодействовать врагу, ввести его в заблуждение, в том числе с помощью макетов и других средств. Детальнее о том, как россияне пытаются с первого дня большой войны уничтожить украинские самолеты и конкретно об ударе по аэродрому в Полтавской области, мы также поговорили с военным аналитиком. Российская Федерация уже неоднократно усиляла свои возможности. И вот этот последний удар по Миргороду – это 170 километров от линии государственной границы. То есть 170 километров. Это очень серьезная дистанция, на которую залетает беспилотник, который преодолевает наши системы радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, его не видно или мало заметен, он преодолевает все вот эти вот преграды, и потом активируется и начинает вести разведку, и потом наносится удар «Искандера». Но молчат россияне о своих потерях, в частности в Курске. Там во вторник утром вспыхнул масштабный пожар. Столб черного дыма был виден далеко за пределами города, а синтаналитики утверждают, что в Курске горит центральная авиатехническая база, воинская часть 13830. Согласно спутниковым данным, эта база была местом локации российской авиационной техники. Перед тем, как вспыхнул пожар, были слышны взрывы. Венгерский премьер-министр Орбан, который не брезгует принимать поздравления от Лукашенко, а также сам поздравляет Путина, приехал в Киев. О его первом визите в Украину за все время полномасштабного вторжения пишет западная пресса. Состоялся этот визит буквально через день после того, как Венгрия на год заняла председательский пост Совета ЕС. Накануне своего путешествия в Киев Орбан заявил, что хочет сделать Европу сильной. Если США стремятся снова стать великими, а Европа заявляет, что мы хотим быть частью мировой политики, более того, если мы хотим остановить нынешний спад и прекратить терять нашу силу, тогда и мы должны стать великими. А как иначе мы можем конкурировать с Соединенными Штатами? Каким иным способом, кроме как стать самим великими? Политологи говорят, что Орбан преследует несколько целей во время визита в Киев. Во-первых, показать себя как лидера страны, которая председательствует в ЕС. Помимо этого, конечно же, будут разговоры о войне между РФ и Украиной. Ну и Орбан также, вероятно, уделит внимание правам венгерского меньшинства, которое проживает в Украине. Небензя решил опровергнуть слова Трампа и подставил Путина. Российский постпред при ООН и известный любитель фейков о боевых комарах заявил, что войну в Украине невозможно завершить за сутки, как это хочет сделать Дональд Трамп. По мнению Небензи, на это уйдет намного больше времени. Однако заявления российского постпреда отличаются от того, что любит говорить российский военный преступник Путин. Тот уже неоднократно обещал немедленное завершение войны. Правда, при условии, что Украина отдаст 4 свои области. Но проблема для них заключается в том, что чем дольше это будет продолжаться и чем сложнее будет ситуация на земле для них, тем больше будут меняться и реалии.
Поэтому, если они не хотят быть реалистами, то пусть не будут ими, но решать проблему на основе формулы мира Зеленского мы даже не будем. Мы уже высказывались по этому поводу. Мы дали ей свою оценку, и это не выход. И напоследок об оленях и их нашествии и вторжении. Жители острова Анма, который принадлежит Южной Корее, жалуются на незваных гостей, которые донимают их по ночам. Олени атакуют огороды и поля местных и поедают урожай. Жители создали петицию и требуют признать оленей животными вредителями. Лишь тогда будут иметь право на отстрел. Сейчас же законами Южной Кореи такие действия запрещены. Из интересного, лишь десяток оленей на остров привезли в 1980-х годах 3 фермеров. А на сегодня популяция оленей уже перевалила за 1000 особей, что очень много для этого острова. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу и можете, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, оставляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями, оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.